Мини-ПК как ТВ-бокс. Возможно ли это? Возможно. И многие так и пользуются. Но дело в том, что вот эти вот многие, кто пользуется мини-ПК как ТВ-бокс, не знают, что любой ТВ-бокс, который стоит, например, в 4-5 раз меньше, чем более-менее нормальный ТВ-бокс, чем более-менее нормальный мини-ПК, он просто-напросто делает то же самое. При том, что, например, для того, чтобы получить на мини-ПК Dolby Vision, то нужно заморочиться и собрать какой-то комп с NVIDIA видеокартой, которая конкретно будет поддерживать Dolby Vision. А это даже не какие-то младшие версии. И я уже не говорю про управление. Например, в ТВ-боксах существуют нормальные пульты и даже YouTube-приложение, которое оптимизировано конкретно под пульт, конкретно под телевизор, там, с хорошими плиточками. А здесь ты будешь всегда смотреть в браузере. Но сегодня наша цель — это протестировать его некоторые технические возможности. Действительно ли мини-ПК может проиграть, например, HDR-контент? И в чем он может проиграть HDR-контент? Продвинутые пользователи вам сейчас тут напихают в комментариях, что на нем можно установить, потому что там существует огромное количество плееров. И в частности, можно сюда установить LibreELEC. Это минимально необходимая ось на Linux ядре, которая у нас фактически позволяет запускать коди. Да? Оно так и называется, там Enough for Code, то есть Minimal OS enough for code, Just Enough for Code. Вот так вот называется. И там у вас есть полный доступ ко всем аппаратным возможностям мини-ПК. Можно даже подключить стандартный пульт, там установить на него какой-нибудь классный плагин, который там позволяет нам смотреть фильмы онлайн без ограничений, все классно. Будет и автофреймрейт работать, и HDR. Но я сразу говорю, не будет работать HDR 10+, потому что для этого нужна отдельная сертификация от концерна HDR 10+. Вам не будет Dolby Vision на мини-ПК. А если говорить вообще про старые ТВ-боксы, вот как говорят, там старый ПК взял, он в 100 раз лучше, чем ТВ-бокс. Там не будет ни AV1 кодека, ни 265 на аппаратке. И получается, что заплатив больше, вы получите просто 2 в одном, но при этом без каких-либо функций. Вот сейчас вот мы просто информативно подключим и посмотрим, что мы имеем, и просто обсудим, насколько это целесообразно. У меня есть огромное количество ТВ-боксов. Вот этот вот мини-ПК, он достаточно прикольный. Мы делали на него обзорчик, ссылка в описании под видео. И ссылки на самые хорошие ТВ-боксы тоже лежат в описании под видео. Например, вот такой вот Xiaomi ТВ-бокс, он в Netflix порвет вот этот вот ПК как тузик грелку, потому что здесь он будет воспроизводиться Dolby Vision, Dolby Atmos, а здесь Netflix, только в браузере, по факту. Да, в 4К можно, в HDR и Dolby Vision нельзя. Есть как есть. Ладно, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки в описании под видео. Но если вам интересно конкретно, как из мини-ПК сделать полноценный ТВ-бокс из очень старого, то мы запилим такой контент. Только если вы подпишетесь, конечно. Потому что если не подписываетесь, то для кого его пилить? Ну а если не знаете, где в Украине купить проверенные ТВ-боксы, то technozone.com.ua и подписочки на, допустим, самые знаменитые украинские сервисы, очень дешево, дешевле, чем на самих сервисах, то вот ТВ, technozone.com.ua, пожалуйста, переходите. Ну что, поехали. Технозон. Конечно же, есть часть людей, которые используют виндовый даже интерфейс, это такой хардкор, я считаю, но наша цель сегодня проверить техническую возможность его как ТВ-бокса, и стоит ли вообще заморачиваться. И могу сказать сразу, что я зацепился, это Netflix. Дело в том, что Netflix изначально будет на компе работать не в полном качестве. Он будет работать в браузере, потому что официальное приложение Netflix нормально не поддерживается. И вот вы сейчас видите вставку, даже при том, что он подключен к Dolby Vision телевизору с HDR10, ничего не происходит. То есть, да, он проигрывает пространственный звук в 4К. Это максимум что. При том, что, например, на ТВ-боксах, на сертификатах, например, на том же Xiaomi Box TV 3 ревизии, он будет проигрывать с Dolby Vision и с Dolby Atmos. На секундочку, это уже лучше. Ну да ладно, это я уже такое придрался. YouTube нам придется тоже смотреть практически в браузере, потому что сколь бы то ни было удобного, допустим, интерфейса, как у YouTube для Android TV, нет.
Но при этом справедливости ради я скажу, что любой ТВ-бокс более-менее с нормальным процессором воспроизведет и AV1 кодек, и 4К без каких-либо проблем. Давайте попробуем статистику для сисадминов, покажу вам. Здесь действительно отлично он отрабатывает, коннект шикарный, ну это он VP9 воспроизводит, и тут не будет дропа вообще, будут какие-то интерфейсные дропы, но это чисто вот графические элементы, на которые вы обращать внимание не будете, он действительно классно работает. Я не могу сказать, что это плохо работает, я могу сказать только, что это хорошо. Многие продвинутые пользователи сейчас скажут, что именно продвинутые пользователи скажут, что а почему ты используешь виндовый интерфейс? И будут правы, потому что, например, можно поставить LibreELEC, можно поставить какие-то дополнительные операционные системы, либо даже использовать Kodi в самой Windows. Но, допустим, интересный такой себе вариант брать мини-ПК для Kodi или LibreELEC, хотя сейчас мы его тоже проверим. Я на него LibreELEC накатил, у меня есть на флешке, кстати, его можно инсталлировать. Но у меня опять же возникает вопрос, вот для тех пользователей, которые, допустим, знают, о чем я говорю, а почему бы не взять ТВ-бокс, например, там, за 50-100 долларов, поставить на него тот же самый Core ELEC, на AMLogic, и смотреть все то же самое, только дешевле, еще и лучше со звуком будет. Потому что у меня на LibreELEC завести через ресивер, через мой Pioneer не получилось на Dolby Vision телевизор. Он не хотел упорно показывать, напрямую все работало отлично. Есть большие преимущества, я вам скажу, у, допустим, того же самого мини-ПК перед ТВ-боксом. Это то, что здесь есть различного рода уплавнялки по типу SVP 4 Pro. Это такой себе плеер, который действительно делает уплавнялку из любого видео. Вот у нас сейчас включена плавность анимации, и если мы будем проигрывать какое-то, допустим, видео, мы сейчас вот включим с вами любое видео. Вот у нас есть NTFS, наш диск. И когда у вас будет проигрываться любое видео через поддерживаемые плееры, в Media Player Classic там включается именно обработка через уплавнялку. Также есть и апскейлеры, они тоже работают. Ну, допустим, сейчас у нас это все дело работает, пожалуйста, все отлично. Ну, сейчас мы не про уплавнялку говорим, мы про... А вот, кстати, видите, оно пишет, SVP включено. Проигрывание 60 кадров 10 бит, то есть оно делает его плавненьким. И это прям классно. Но также в Винде есть классные апскейлеры, которые сейчас тоже и в ТВ-боксе есть. Они тоже апскейлят до 4К, по сути, слабобитрейтные видео. И да, вот апскейлер, кстати, называется именно под мини-ПК, ну, под любой ПК, называется MadVR. Но теперь, на секундочку. Я, например, не могу апскейлить вне приложений, которые его поддерживают. Например, мы заводили такой подмедиа плеер, именно подмедиа плеер Classic. Вот, пожалуйста, у меня вывод идет через MadVR. То есть, если я буду проигрывать какое-то слабое видео низкобитрейтное, оно будет его улучшать, ну, фактически до 4К. И это классное преимущество, классно работает, но извините меня, например, у того же Rocktech GX1, у того же Mi Box 3 ревизии, который, извините, стоит до 100 долларов, у того же там, я не знаю, у кого еще там, у Nexon X11, у Nexon X12, у них у всех есть AISR, даже есть у несертификатов каких-то на AMLogic S905X5M, я помню X96M200, по-моему, не помню какое, или M200, по-моему, не помню. Но у них тоже есть уже этот апскейлер, и это не стоит, допустим, 200-250 долларов за мини-ПК. Это однозначно. Здесь у нас, получается, нивелируются уже преимущества. Единственное пока преимущество, которое я вижу, это конкретно SVP Pro, да, именно с уплавнялкой из-за мощности самого ПК. Но дальше то, что я буду говорить, нивелирует все преимущества мини-ПК в его мощности и в его, допустим, объеме памяти и хранилища. Давайте я вам сейчас так сделаю. Мини-ПК всегда будет шуметь, как и ПК простой. На пассивном охлаждении, извините меня, ПК это сюр, и мы все прекрасно понимаем, что на активном охлаждении он работать нормально не будет. У самого мономальски нормального ТВ-бокса, у самого простого ТВ-бокса будет всегда пассивное охлаждение, это будет всегда тишина. Второе, если вы хотите использовать там SVP и тому подобные вещи, там через VLC, через Media Player Deluxe, через Kodi, ну, допустим, Kodi в Винде я вообще не понимаю его использовать, если есть LibreELEC, то
Kodi, если вы не знали, что такое Kodi, то это минимальная оболочка на ядре Linux для мультимедиа. То есть по факту мы можем с вами использовать Kodi, но Kodi здесь под виндой у меня почему-то не имеет, допустим, доступа к дискам, которые подключены к винде. Это вот у меня с Windows 11 такое стало. Понятное дело, что нужна тонкая настройка. Также у мини-ПК, конечно же, есть преимущество в матриксе, в мощности обработки. Матрикс — это имеется в виду торренты онлайн. Тут я спорить, конечно, особо не буду, хотя мощности ТВ-боксов зачастую тоже хватает с головой для того, чтобы это все обрабатывать онлайн. И чтобы вы понимали, например, аппаратно обрабатывать звук, да, мини-ПК тоже может, имеется в виду пространственный звук. Но здесь у нас все начинает упираться в кодеки. В кодеки и, например, в том же самом Media Player Classic можно выводить там до Dolby True HD в пробросе, а так, чтобы все на системе было. И да, даже он может выводить пространственный звук по типу Dolby Digital и DTS, и все будет отлично работать. Но основной тест мы оставим на LibreELEC, потому что там самое прямое у нас обращение к аппаратной части. Давайте еще там, допустим, на примере Migugo сейчас покажу. Вот вроде бы все работает, вроде бы все хорошо, но как этим нормально управлять в самой виндовой оболочке, еще то дело. Все прекрасно понимают, что у виндовых проигрывателей, давайте что-нибудь включим, что у виндовых проигрывателей есть определенные наработки, там, например, подплеер со SVP-уплавнялкой, через подплеер можно VR запускать, тот же самый апскейлинг. Ну и да все давным-давно эти все апскейлинги реализованы на аппаратном уровне в ТВ-боксе. Давайте перезагрузимся в LibreELEC, там будет более интересный момент. Если вы думаете, что это просто Kodi, то нет. Это конкретно у нас LibreELEC. Давайте я вам сейчас покажу. Здесь вот LibreELEC, это не просто Kodi, это конкретно операционная система на Linux ядре, такая маленькая, что достаточно просто вот для Kodi. Ее специально облегчили настолько, но в ней будет работать все. Во-первых, да, будет работать автофреймрейт, то есть мы можем включить, синхронизировать видео с частотой дисплея, все отлично будет работать. И вот здесь уже начинается самое интересное. Да, здесь можно, кстати, включить и пробросы по звуку, например, если в системе в аудио мы пойдем, то у нас здесь будет работать все. То есть, если вы подключите какой-то там, допустим, ресивер, вернее, подключите к телевизору, либо к ресиверу через ERC, но здесь придется мне, в моем случае, выводить ресивер через ERC, вход через телевизор, потому что через проброс ресивера у меня не заработал, он не захотел переключаться он не прочитал ресивера edit, и начинается у нас целая проблема. Но при этом я здесь могу пойти проиграть, например, там все с HDR, но без HDR 10+. Смотрите, то есть я, например, проигрываю там LG New York 4K, пожалуйста, на вставке вы видите, все работает, например, те же самые там Барселоны будут отлично отрабатывать, и даже AV1 кодек у нас работает с HDR, все, и все у нас работает с автофреймрейтом, автофреймрейт работает. Как и, допустим, мы можем включить Dolby Vision файл, но он его будет конвертировать в HDR10, и вот Dolby Vision здесь добиться вы не можете, а на ТВ-боксах это сделать намного проще. В CoreELEC, например, там какой-нибудь ТВ-бокс с поддержкой Dolby Vision может даже 7-й профиль двухслойники проигрывать. Да, по звуку у вас вопросов, допустим, в том же в LibreELEC не будет. То есть он будет пробрасывать вплоть до Dolby True HD, все это, и Dolby Atmos будет пробрасывать, все это будет отрабатывать хорошо. Но заставить работать, например, Dolby Vision HDR10+, вы нормально не сможете. И извините меня, покупать, например, ТВ-бокс для именно CoreELEC, ну такое себе дело, именно для LibreELEC, ну CoreELEC, LibreELEC, это просто разные, для разных аппаратных платформ у нас системы. И это такое себе хреновенькое дело. Получается, вы платите непонятно сколько денег за какой-то компромисс. Но в целом это рабочая схема, он как ТВ-бокс может работать. Особых преимуществ у него, кроме уплавнения, нет, особенно если использовать сторонние оболочки по типу LibreELEC и тому подобного. Если использовать более дешевые компьютеры, вернее, конкретно дешевые мини-ПК, то да, вы получаете, может быть, какое-то преимущество в виде воскресения старой техники, но там не будет ни AV1 кодека, ни 265 даже зачастую кодека, и будет просто вот проигрывание очень старых фильмов 264 и с YouTube там тоже в 4К проблемы будут. Но давайте пройдем уже, прорезюмируем наше видео.
В качестве выводов скажу, честно говоря, мини-ПК, он очень интересен в плане универсальности. Ты получаешь и персональный компьютер, и подобие ТВ-бокса, хотя и, откровенно говоря, очень сильно обрезанного, но с некоторыми своими преимуществами. Да, уплавнялки нет в ТВ-боксах. Ее нет. И апскейлер реализуется, наверное, получше. Хотя, честно вам скажу, тот же самый апскейлер в ТВ-боксах есть. Вот эти все ТВ-боксы, они имеют ASR технологию апскейла по улучшению изображения. И все они точно так же справляются с этой задачей, как и вот такой вот мини-ПК, допустим, за $200-250. Цены на память, понимаете, в чем вопрос? Цены на память в мини-ПК и на SSD достаточно высокие. И вот именно эти цены нивелируют любое преимущество ПК, даже если заморачиваться, что-то в нем пытаться сделать отдельно. При том отсутствие HDR10+, и отсутствие, допустим, нормального клиента YouTube под пульт и отсутствие нормального, допустим, Netflix, это вообще нивелирует все преимущества мини-ПК в качестве мультимедийного устройства. Давайте оставим мультимедиа для мультимедиа, а ПК фишки для ПК фишек. Я тоже смотрю на ПК фильмы, но только когда в мультимониторинге работаю, на один монитор закидываю фильм. Вот таким вот образом, не более. Если у вас есть какие-то варианты установки левых каких-то операционных систем, их действительно очень много, это подтверждает лишний раз тот факт, что достаточно купить ТВ-бокс и не морочиться ни с какими установками, потому что на установленных системах на базе каких-то Linux вы получаете фактически примерно тот же самый ТВ-бокс, но только дороже. Я все сказал, пишите свое мнение. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.